Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Знаете, мне еще до расклада пришло такое вот послание, что видение такое, что вот ушедшая женщина из твоего рода, вот из вашего рода, да, вот хочет передать вам какое-то важное послание. Давайте его посмотрим. Я не знаю, что сейчас будут говорить карты, но вот какая-то вот идет мне женская энергия. Ушедшая на небеса эта женщина. Это из вашего рода. Вот что она хочет сказать. Вот такое чувство, что это что-то вот нужное именно сейчас. Да, проговорите свое имя. Сейчас посмотрим, что карты про вас расскажут. Да и сразу, наверное, и перейду на послание вот это. Угу. Вот она, серединка. Есть и король, но есть и девятка, а серединка, да. Заботливая, добрая женщина, нежная, нервная, извините, но по девяточке по-другому не скажешь. Были нервы, были эмоциональные такие вот какие-то качели, даже могу сказать. Она сама по себе, эта женщина, она очень добрая. Но ее или жизнь, по девятке это вообще, или жизнь, или... Это, кстати, сейчас договорю, или жизнь, или вот этот мужчина вывели, да, вот что-то не очень хорошее было. Я почему говорю кстати? Я сейчас вижу сочетание с вами. Я увидела женщину, но вы, ну не знаю, если мужчину смотрите, вот переставляйте немножко про себя, да, ваша энергия тоже здесь присутствует, но здесь как будто вы, девочки мои хорошие, в сочетании с этой женщиной. Реально в сочетании. Ну давайте скажу, что я вижу здесь про нее. И перейду к вам. Именно про нее. Четко. Да, в жизни, как бы она ни стелила те вот дорожки в доме, да, вот чтобы вот нормально, чистенько, хорошо пройти. Я могу и образно это говорить. Может быть, реально какие-то дорожки были в доме, которые запомнились. Но это как образно даже. Всегда из-за каких-то людей, либо какой-то жизненной ситуации был то провал какой-то, то препятствие. Она эмоционально открыта была, но у нее печаль было одиночество где-то, да, в душе, хоть и людей, возможно, много, но одиночество было. Навязчивое состояние, у нее не было своего такого, ей навязывали. И такое впечатление, что вы вот тоже что-то из этого на себя вот приняли. Но вот эта карта еще и карта кладбища. Здесь даже на заднем фоне. Здесь действительно к вам обращение идет от этой женщины. Слушайте, она вас очень сильно любит, даже с небес. Как была заботливая, добрая, так она в душе и душой и осталась. Трудолюбивая, да, очень трудолюбивая. Сильная. Пережила тяжелые времена она. Знаете, такой, хочется сказать, слишком рано стала взрослой. Привыкла вот впоследствии, да, своей жизни, привыкла тянуть все на себе. Но мне карты показывают, я даже не то что карты, я чувствую, мне энергия идет, предсказательная такая, что для вас пришел момент понять, услышать, сказать спасибо и перейти, как будто бы вы повторяете ее судьбу где-то.
У нее были проблемы в личной жизни, но не обязательно сильные. Не обязательно. Какой-то мужчина за ее спиной стоит. Какой-то мужчина хочет попросить у нее прощения. За что-то. Может быть, совсем за малость какую-то. Может быть, действительно что-то серьезное, плохое сделал. Но это вот сейчас не так важно, как то, что она говорит: я привыкла брать все на себя. Ты повторяешь мою судьбу, не надо. В вашей жизни тоже было разрушение какое-то. Вы действительно привыкли тащить многое на себе. У вас тоже большое сердце. Но по тузу мечей вы постоянно вот сами. И какие-то вот джокеры. Ну, джокер — это больше как манипуляции у вас в жизни бывают с другой стороны, со стороны других людей. Да, магические воздействия тоже могли быть и у вашей, ну как сказать, женщины, да, вот из вашего рода. Мама, бабушка, кто-то еще вот, ну такое. Но это старшее поколение. Это мама, бабушка, прабабушка, вот. Может, тетя. Но здесь магия тоже могла быть. Здесь магическое воздействие могло быть и там, и здесь, и у вас. Какого-то деструктивного характера даже. Вы любите утро. Вы не любите вечер. Хотя, знаете, можно так сказать, что любите в жизнь вообще, любую, да? Но вечером вам более тоскливо. С утра как будто бы новый этап, а к вечеру вы как будто бы закрываетесь. Очень много хлопот. Очень много. У вас есть... Нет, был. У вас был друг в юные годы, совсем в юные. Этот человек тогда не понимал что-то. Подождите, это в юные годы, а зачем туда? Может быть, у вас с ним встреча будет? А может быть, просто чтобы вы понимали, что все, что вам говорили в юности, это просто иногда наиграно. Самое главное, что вы понимали, что вы личность в этой жизни. Вот это самое главное. Какой-то вот друг ваш что-то не очень хорошее говорил, либо просто сам по себе ушел, с тобой, мол, неинтересно. Ну что-то такое было, я не знаю, какими там еще словами. Может быть, у вас осталось в подсознании что-то, выкидываете. Женщина это говорит. Выкидывай. Ты родился, да, для того, чтобы действительно жить в радости. Не надо повторять меня. Ты редко просишь помощь. Да. Вы просто потихоньку где-то поплачете, либо где-то переживете это все. Вы редко просите помощь, потому что вы в какой-то момент, может быть, даже вот из-за этого человека, из юности, вы поняли, что смысла нет у кого-то что-то просить, все равно повернутся и уйдут. Хотя люди хорошие. Знаете, люди привыкли видеть вас таким, какой вы есть, какая вы есть. И сели на шею. Они не беспокоятся о тебе открыто. Но есть люди даже, которые сидят на шее, они беспокоятся, просто они не понимают. Они думают, что она сильная или там он сильный. Не плачет никогда, не просит, значит все хорошо.
Как-то так карты говорят. Знаете, какое послание здесь самое такое вот? Дороги, стабилизация, деловые какие-то звонки, юридические вопросы, еще одни дороги, выход с каких-то вмешательств и самостоятельная, общественная, активная энергия около вас сейчас присутствует, но ее надо почистить. Угу. Но ее надо почистить. Знаете, какое послание? Перестань спасать тех, кто не собирается что-то менять в своей жизни или меняться. Потому что это у вас есть. Это было у вашего предка, у женщины этой. Перестань кого-то спасать. Потому что этот человек не собирается меняться. Знаете, что еще тут хочет она сказать вам? Вот смотрите, вот прямо ее как будто бы оттуда слова. На ваш вопрос. Если мы выкинули мусор, стоит ли его забирать домой обратно? Если мы его принесем, будет ли он не мусором? Нет, он останется мусором, еще и станет вонючее. Ну, как-то так. И некрасивей. Поэтому кое-что, или кое-кого даже, она говорит, нужно просто оставить там, где оно есть. Не нести, не впускать обратно. Жить дальше, радоваться, знать себе цену. Дороги у вас открыты, говорит женщина. Но вот это как будто бы ее послание. Я попыталась его передать. Что еще тут? Кто-то снова попытается переложить на вас какой-то груз. Кто-то снова попытается переложить на вас какой-то груз. Груз либо ответственности, может быть, что-то попросит, чтобы вы делали. Может, груз, не знаю, каких-то... Ну, я даже не знаю, ну какой-то груз. Вот идет отсюда. Опять Джокер вышел. Какой-то груз. Знаете, успейте вовремя выбрать себя. Вот такой посыл. Вот такое послание. Успей вовремя выбрать себя. Кто-то придет в твою жизнь еще раз. И да, будет перекладывать на вас что-то тяжелое, то, что сам должен делать или сама. Это по работе, это может быть и в личной жизни. Вы разберетесь, вы поймете, кто есть кто. Но по старому сценарию эта женщина говорит, тебе жить нельзя. Нельзя. У тебя открываются новые, большущие перспективы, семья, радость. Потому что ты родилась для этого. Ты родился для этого. Жди вестника, жди интересных впечатлений. Да, будут хлопоты по поводу какого-то дела. Но если будешь уверен в себе и не будешь брать на себя слишком много ответственности, которую может понести любой, ну, на себе в смысле, да, ты выиграешь. Ты наконец-то начнешь жить. Сильная, да. И я была сильной, говорит она. И ты сильная. Но надо немножечко включать ведьму. Вот по этой карте. И тогда у тебя будет благополучие, радость, денежный поток. Да. Бубновые масти идут. И любовь.
И настоящая любовь. Не капризная. У вас, если в жизни действительно был, ну, такое, знаете, как маменькин сынок или маменькина дочка, да, если мужчина смотрите, ну, что-то такое, что вот, ну, не срослось. Не так уж, может быть, и плохо что-то между вами было, может быть, и плохо. Но здесь вот эта женщина, она хочет сказать, к тебе идет очень близкий человек. Дети тебя любят, очень любят тебя дети. И если немножечко быть ведьмочкой или ведьмаком, да, но, естественно, не черной, а вот светлой, когда ты действительно сильная, где-то скрытная, вот, практичный, да, никакой вражды, никаких врагов, чтобы не было рядышком, вот, потому что они вносят гнев и раздражение. Тогда вы получаете вот свое счастье с очень большими перспективами. Серьезно. Да, ходила около вас, она до сих пор о вас думает. Это не эта женщина, это я, видите как, уже перескочила. Какая-то женщина-разлучница, которая жива, но она сейчас на нервах. Она сейчас как будто бы в одиночестве. Ее теперь не слышат. Возраст у нее берет свое. А вам? А вам еще ого-го, 2 червей вышла. Вот у нее будут теперь проблемы. А вам 2 червей идет. Свидание, радость, встреча. Может, случайная встреча, может быть, и не случайная, но общение с этим человеком, который у вас уже на пороге, такое восхищение принесет, и реально вы как будто меняетесь. Это послание от женщины с вашего рода, да, оно просто вот она захотела очень вас куда-то подтолкнуть. Может быть, у вас какая поездка намечается, может, с кем-то встреча, может, действительно вы слишком сильно, как она, берете на себя. Она думала, что так надо и так лучше. Но с небес хочет сказать: нет, не для вас. Она пронесла это на своем пути, а вам не надо. Что еще ты хочешь сказать? Она любит вас. И очень хочет, чтобы у вас было все хорошо. И так и будет. Никаких соперничеств в своей жизни не устраивайте. И не берите на душу, и они пройдут мимо. И еще, у кого-то может организоваться в ближайшее время новая какая-то, новая мечта, желание, ну, как знаете, как вдруг раз, а дай-ка я попробую вот туда сходить, там, не знаю, курсы какие-то, либо не знаю, повышение квалификации кто-то решил сделать. Может, на танцы хотите записаться. Ну, что-то вот такое интересненькое, чего еще не было, либо продолжить решите вдруг. Вот она говорит: давай, дерзай, у тебя очень хорошо получится. Именно там ты найдешь себя и очень хорошего человека рядом. Вот, твоя жизнь только начинается. Вот так. Напиши сейчас, кстати, по вот этой карте на дне колоды. Это 2 бубен, ну это как незначительный документ, переговоры, где-то что-то написал, но это дает возможность открыть новые двери. И вот сейчас вот эта карта напоследок, как говорится, говорит: напиши сейчас в комментариях этого расклада, не для меня, честно, не для меня, для себя. Напишите, что вы чувствуете. Например, благодарю свой род. Или спасибо. И кто это? Вот бабушка, мама, Царство им небесное, если их уже нет, да? Если живы-здоровы, Господи, пусть долгих, здоровых лет жизни. Но это в данном случае женщина, которой уже нет, приходила. Либо просто, можете ничего не писать большого, а написать просто слово «род». Все, это тоже будет ключ
к тому, что ты открываешь для себя новые двери. На сегодня все. Ну вот такой расклад. Я его прочувствовала изначально, и карты, да, открыли. Открыли для вас что-то важненькое. Ну вот так. Плачете вы просто. И она плачет за вас. Она хочет, чтобы вы улыбались. Она хочет, чтобы вы улыбались. Чтобы и она улыбалась. Вот так. Все. На сегодня все. Счастья, здоровья, гармонии, силы в вашу жизнь, да, обязательно. Пусть будет так. Только на Ютубе я, не забывайте. Всем говорить, если где-то в других местах увидите видео это, только на Ютубе. Чтобы там не воровали вашу энергию, как мои видео. И я с вами не прощаюсь. Оставайтесь со мной. Завтра посмотрим еще, что карты захотят сказать, кто что передать, или какие-то, что было, что есть, что будет. Небольшие видео, расклады такие, да, но что-то важненькое вы для себя услышите. Я вас жду в гости. Да, все, не прощаюсь. Еще раз всего самого хорошего.